Друзья, всем привет с солнечной Мальты, и у меня к вам вопрос. Любите ли вы шампанское? Так же, как люблю его я. Шампанское – это уникальный напиток. Вы знали о том, что в Шампании 19 тысяч производителей шампанского, и каждый год продается 250 миллионов бутылок. Только подумайте, 250 миллионов бутылок праздника. И сегодня мы с вами поговорим о шампанском. Чем оно такое особенное, что такое шампанское, как его делают, где его производят, в какие бутылки закупоривают, как его правильно открывать и, конечно же, пить. Друзья, что же такое шампанское? Шампанское – это напиток, может называться только сделанный в Шампании. Никакое другое игристое не может быть шампанским. Только в провинции Шампань делают настоящее шампанское. Как же его делают? Как же его производят? Это достаточно сложный и интересный процесс. Именно поэтому цена за бутылку начинается не совсем дешево. Я сейчас вам расскажу об этом уникальном методе, который называется метод Шампань или традиционный метод. Им делают на самом деле достаточно много игристых вин в мире, но шампанское – это родитель, это настоящий дед этого метода. Как же происходит этот уникальный процесс? На самом деле виноград в Шампании собирается достаточно рано. Все это связано с тем, чтобы ягоды из-за климата не успели испортиться, и поэтому, соответственно, кислотность в винограде достаточно большая. В Шампании используется 7 видов винограда, но, как правило, характерные, которые используются постоянно, это 3. Это пино менье, шардоне и пино нуар. После сбора винограда, виноград прессуется, и из него делается тихое вино, пока что не игристое. После этого вино делают так называемый ассамбляж. Что такое ассамбляж? Это просто смешивание нескольких сортов винограда между собой, для того, чтобы получить идеальный, хороший напиток. Иногда смешивают разные теруары, разные участки, разные сорта винограда, даже разные года. После ассамбляжа вино разливается в бутылки, и начинается самое интересное, то, что называется вторичной ферментацией. Туда добавляют специальный ликер, он называется тиражный, в каждую бутылочку. Для чего? Это смесь определенная из сахара, дрожжей и вина. Она нужна для того, чтобы внутри бутылки начиналось повторное брожение. Это и есть вторичная ферментация. Это то, что отличает метод шампанского от танкового метода, которым, допустим, делают просекко. После того, как был добавлен тиражный ликер, бутылку запечатывают крышкой, которая называется корона. Она очень похожа на обычную пивную крышку. И отправляют в погреб при температуре 12 градусов. Для нас это не очень, особенно когда ты живешь на Мальте, 12 тоже холодно. А для винишка и вторичной ферментации самое то. После начинается процесс автолиза. Что такое автолиз? Это, по сути, разложение дрожжевого осадка, который поступил туда вместе с тиражным ликером. Этот процесс может продолжаться в Шампании от минимум 15 месяцев и до 7 лет. Некоторые известные дома, такие как Дон Периньон, используют выдержку на осадке в течение 10, 20, то и 30 лет, чтобы улучшить и сделать вино более интересным. В этот же момент происходит формирование тех самых изящных пузырьков, из-за которого мы так любим шампанское. После того, как бутылочка полежала в погребе, начинается процесс ремюажа. Очень французское слово, но он обозначает ровно то, что есть специальный пюпитр, в него помещают бутылку под углом 45 градусов. В бутылочке делается отметка, и каждый день человек, у него работа такая, он поворачивает эту бутылку на 1/4, 1/8. Тем самым смещая еще попутно, то есть угол увеличивается, бутылка поднимается вверх, и весь осадок потихонечку уходит на горлышко бутылки. В конечном итоге, через какое-то время осадок полностью смещается, бутылка остается в вертикальном положении, и осадок после этого удаляется. И это действие называется дегоржаж. Дегоржаж – это очень интересная процедура удаления осадка, то есть бутылку помещают в специальный раствор, это, как правило, азотный, где температура примерно минус 27. И, соответственно, вот верхняя часть горлышка и осадка, она замораживается. И когда бутылку открывают, то, соответственно, вот этот вот ледяной замороженный осадок, он просто под давлением выходит из бутылки. После того, как произошел дегоржаж, начинает делать дозаж. Что такое дозаж? Это элементарное добавление ликера, того самого, который был тиражный, да? Его добавляют в бутылку шампанского. Зачем это делается? Потому что при дегоржаже какая-то часть шампанского все равно уходит. Соответственно, добавляют вино и вот этот ликер. Он еще нужен для того, чтобы сделать стилистику
шампанского. Допустим, брют, полусухое, полусладкое шампанское. Это все зависит от количества ликера, который будет добавлен. Есть сейчас современные, конечно, методы, когда вообще не добавляют, не делают дозаж. Это так называемый zero дозаж в шампане. А это сегодня очень модное и популярное направление. Почему? Потому что ты тогда можешь почувствовать вот самый-самый настоящий вкус винограда, теруара ощутить. Именно вот zero дозаж. После того, как был сделан дозаж, шампанское закупоривают специальной пробкой корковой, которую мы все знаем. После этого сверху накладывают колпачок и мюзле. На колпачке обычно пишется какой-то дом винный, то есть это там Майот, Луи, Роджерер и всевозможные другие. После это запечатывается фольгой, наклеивается этикеточка красиво и обязательно после дозажа вино стряхивается, чтобы ликер распределился внутри. И отправляется все это в погреб на 3 месяца. Обычно это такой срок. И после этого уже оно поступает на прилавки магазина, где мы можем с вами уже купить эту бутылочку и, конечно же, попробовать. Друзья, мы с вами в магазине. Вот мы пришли в магазин. И как же выбрать бутылочку шампанского? На что обратить внимание? Берем с вами бутылочку и смотрим. В первую очередь на ней должно быть написано, что это шампанское, то есть шампань. Вот, кстати, я хочу сказать, что тут написано муссе. Муссе раньше так называли все игристое вино, которое делали в шампане, называли не в честь региона, да, называли муссе. Что еще интересного написано? Написан год, а это значит, что это винтажное шампанское, то есть это был особый год, только в особые года пишут год или пишут миллизиум, то есть это специальный год, поэтому это бутылочка уникальна. Что еще интересно? Еще интересно написано Blanc de Noir. Blanc de Noir значит, что это шампанское сделано из красных сортов винограда, но по-белому. То есть сок отжали, и он получился белый, не красный, то есть не оставляли его с корочкой, со шкуркой виноградной. Поэтому пишут Blanc de Noir. Если шампанское шардоне сделано из 100% шардоне, то пишут Blanc de Blanc. Если на шампанском написано Blanc de Blanc, то тогда это 100% шардоне. Есть еще, естественно, надпись розе. Розе надпись обозначает, что шампанское розового цвета. Также, вот, например, на этой бутылке конкретно написано, что это 92% Менье и 8% Пино Нуара. Да? До этого мы с вами видели бутылку, на которой написано Blanc de Noir, один и тот же сорт винограда с одинаковой пропорцией, но только это розовое шампанское, а то было белым. Розовое делается, виноград отжимается красный и оставляется кожица на мацерацию буквально на несколько часов, может быть сутки. Потом это все фильтруется и получается розовый красивый напиток, который на этикетке будет обозначаться как розе. Мацерация дает более яркие фруктовые ноты, такие как малины, клубники, очень изящные. Хотя в белых они тоже будут, но они будут более приземленные, я бы сказала. В розовом они будут намного ярче, соответственно, это из-за кожицы. Тут же указан абсолютно дозаж, тут написано, что 1,5 грамма ликера было добавлено, то есть по меркам шампани это в принципе считается даже zero дозаж. Написано, когда был сделан дегоржаж, потому что после дегоржажа вино должно минимум 3 месяца находиться в погребе. Мы можем видеть надпись брют, экстра брют. Что это значит? Брют — это, как правило, сухое шампанское, это сухое вино, потому что шампанское — это тоже вино. Экстра брют может быть чуть слаще, чем брют. Demi-sec еще слаще, соответственно, там, по-моему, до 50 грамм сахара, ну, возможно, от 30 до 50 на литр, поэтому это очень сладкое шампанское. Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты. Шампанское можно пить в любое время, как до еды, как аперитив, да, и как дижестив. Можно даже, сегодня шампанское можно пить даже во время еды. Сегодня это напиток. Некоторые виды шампанского даже декантируют, сложные, которые много лет выдержаны на осадке. То есть это такие винтажные сложные шампанские, их даже декантируют, потому что у них открывается более изящный вкус и запах. Поэтому шампанское тоже подвержено декантации. После того, как мы купили с вами бутылочку в магазине, выбрали то, что мы хотим, мы должны ее дома, конечно, охладить, потому что шампанское пьется, как правило,
прохладным, это температура где-то от 9 до 12 градусов, то мы должны его открыть. Как открыть его правильно, мы сейчас покажем, так, чтобы это было не травмоопасно для вас, потому что все-таки 5 атмосфер могут на самом деле и выбить глаз. Еще очень интересный факт, что скорость пробки, когда ты открываешь бутылку, может достигать 100 км в час. Именно поэтому это очень-очень изящное и очень тонкое действие открыть бутылку шампанского. Бутылка холодная, мы сегодня с вами не будем делать сабраж, обойдемся. Мы просто откроем в классическом варианте, снимаем фольгу. Я вам показываю, видите, на шампанских вот этот железный колпачок, на нем, как правило, производитель написан. Потом нужно убрать на мюзле. Вот эта железная проволока, это мюзле. Ослабляем мюзле и потихоньку начинаем крутить бутылку. Все время придерживаем пробку, чтобы, не дай бог, она не выстрелила никому в глаз. Когда вы почувствовали напряжение самой пробки, да, вот. Но говорят, что идеально, когда вообще прям вот маленький пук. Его еще называют пук королевы. Это когда шампанская пробка еле-еле открывается. Вот так открывать. Очень просто. Да, если вы хотите увидеть более экзотический способ открывания сабраж, то там будет ссылочка внизу, вы можете просмотреть ее на нашем канале. Что касается фужеров под шампанское, то, конечно, их на самом деле очень много. Есть стандартный фужер для шампанского, это флют, да, тюльпан, который все знают и который очень так любим. Есть, конечно, кубок, который был очень моден в свое время, в начале 20 века. Но от него очень быстро отказались, потому что газ СО2 уходил очень быстро из фужера, и поэтому вернулись к тюльпану. Но сегодня, допустим, мода на фужеры шампанского, она тоже немножко изменилась. И тюльпан чуть-чуть стал шире в объеме, и поэтому сегодня можно увидеть такие бокалы для шампанского достаточно широкие. Для чего это? Для того, чтобы почувствовать аромат. Потому что нельзя забывать, что шампанское, прежде всего, это вино. И для того, чтобы оценить этот прекрасный напиток, в тюльпане он не всегда ты можешь почувствовать аромат. А вот, я использую вот такие стандартные для тестинга фужеры. Из него прекрасно можно посмотреть и цвет, и запах оценить, аромат вина. У каждого, конечно, свой выбор, так что выбирайте фужер, который вам больше нравится. Чем же отличается шампанское от других игристых? Это, конечно, своим ароматом. Ароматом, присущий только шампанским винам или винам, сделанным традиционным способом. Это ароматы хлеба, бриоши, тостов, сухарей. Дрожжевые такие ароматы очень яркие. Их не будет в других игристых винах, которые сделаны не методом шампанизации. Поэтому это яркая отличительная черта шампанского. Что еще присуще, так это, конечно же, долгий перляж. Пузырики, которые идут у нас в фужере, они могут сохраняться до 20 часов. В бутылке шампанского 250 миллионов пузырей. 250. Which your favorite champagne? So to this date, the most exceptional champagne I tried is a Krug Clos du Ménil Vintage 2006. На самом деле в России это шампанское все называют крюк. Не круг. Вот видите, французский. Krug. Thank you, Макс. Welcome. Это был Макс. Мы у него находимся в магазине. Магазин называется Барон Макс. Барон Макс, он из Франции. Родился недалеко от Парижа. Замечательный парень, который на Мальте торгует французским вином. Будете у нас на Колыме, милости просим. Ссылку мы оставим внизу. Будьте здоровы, пейте умеренно, наслаждайтесь жизнью.